Здравия! В предыдущих роликах уже неоднократно говорил, что все эти топ-блогеры пиарят всякую чушь за бабки. При этом рассказывают нормальные вещи про усреднение. Также ведут себя и киты. Ибо когда у тебя куча денег, ты просто не сможешь за раз купить актив, не разогнав его цену в космос. Поэтому они все в сговоре и манипулируют ценой, и СМИ, или проще новостями. Откройте график биткоина на Binance. Как раз увидите столбики снизу об этом. Наибольший объем торгов на дне рынка. И присутствуют схемы, при которых активы скупаются мимо бирж, дабы не разгонять курс. А дикий рост уже идет на малых объемах, после вытряски наших любимых кормильцев-хомяков. Начинающий инвестор смотрит топ-блогера, а там рассказывают про какую-нибудь откровенную скамину типа Flow и о том, как правильно усредняться на ней. Актив же рано или поздно взлетит. Угу. А еще Путин президент и законы подписывает. Чушь из той же оперы. За этот цикл наблюдал только один такой актив. И то, у него график не совсем скамный. Процент подобного везения среди десятков тысяч или хотя бы топ-300 посчитайте сами. Естественно, клоун скажет, что все это рискованно и что он купил немного актив. И скажет, что это не финансовый совет. Или напишет об этом под каждым роликом. И это естественно, если ты мошенник. Я же не стесняюсь и прямо заявляю, все, что говорю, является финансовым советом. И скорее всего, это единственный такой раз, когда вылез в свет. После текущего цикла приватная группа останется со мной дальше приумножать богатство. Мне хватит за знания. Заниматься криптоблогерством не вижу особого смысла. Это же реклама в прямом смысле. Накопи подписчиков, затем продай совесть и рекламируй скамину. Засади людей в минуса. Как сами понимаете, при моем количестве подписчиков никакая реклама ко мне сейчас не зайдет. Впрочем, если случится чудо и мне занесут, дам прямой намек на это. А теперь давайте ближе к теме про усреднение активов. Если тебе повезет встретить толкового меня или сам разобрался в теме, то при покупке нормальных активов шанс сделать 10 иксов на крипторынке во время булрана, который у нас почти на носу, просто стопроцентный. Даже некоторые тяжелые активы из топ-10 такой результат показывают. Мошенники учат на скаме, как тебе усредняться вечно. На нормальном активе это следует делать согласно циклу. Сейчас произошло оживление альткоинов, в среднем на 1-2 икса. Были уже ракеты на 500 тысяч иксов, но сильно сомневаюсь в их ликвидности. Вынуть большие деньги из таких вряд ли получится. Допустим, ты, как и многие, сейчас находишься в стадии, что только вошел на рынок. С одной стороны дикий рост, с другой падение в дно. Можно пойти на риск и распродать, что сейчас есть, и перезайти на больший объем. Чувствуете тяжесть решения? А теперь представьте, что коррекции не будет, и можно частично прозевать рост. Есть другой путь. Можно гарантированно стоять в активах и усреднять позиции. Также поступают и киты. Но они так делают вынужденно, поскольку требуется набрать актив на много денег. Если вдруг полетит в космос с этих отметок, ты ничего не теряешь. Ну, может, кроме пары иксов из условных 10. Это все равно космическая прибыль. На старых рынках инвесторы могут целый год биться всего за 10% прибыли и считаться очень успешными. А тут в разы. Конечно, денег у них побольше нашего. Так вот, менее рисковый сценарий покажу на биткоине, ибо вся крипта за ним ходит. Просто ориентируйтесь на него. Куда будет падать, ранее уже показывал в роликах. Так вот, допустим, только вошли в мир инвестирования и купили на пике, а это у нас только что было около 49 тысяч, и курс начал падать. Что делать? Хомяки уже в панике распродают, другие ждут и продают еще в больший минус. У нас же есть варианты, так как мы умственно доминирующие особи и знаем про средневзвешенную цену и уровни. Просто ловим биткоин по уровням и делаем усреднение. Один момент, что обычные калькуляторы его не смогут посчитать. Ссылка на мой в описании, умеющий 18 разрядов после запятой считать. Сейчас биткоин явно пошел на коррекцию и будет падать к следующим уровням после прохода 38 тысяч. Уровни рисовал в прошлых роликах и в приватной группе показывал, от каких следует действовать. Ждем их, а это существенное движение вниз. Усредняться каждые полпроцента падения, естественно, не стоит. Рынок резко, ходит редко. Обычно все занимает недели. Просто ждите. Дождались уровня, купили минимум в 2 раза больше объем. Средневзвешенная цена условно сходит в 2 раза ниже. И чем ниже падает курс, тем больше объем следует закупать. Каждый раз приумножаю его вдвое минимум. Зависит от стоимости актива. В калькуляторе можете сами посчитать. Но скажем так,
Условно усреднение в 20 раз уже перестает быть актуальным, поскольку уже не так сильно падает средневзвешенная цена. Опять же, зависит от конкретного актива и его стоимости. Киты же сами себе уровни делают. Им с математикой проще. Дальше просто меняют диапазон цены, заказывают рекламу и напихивают это все разным удивленным млекопитающим, уже полгода как опоздавшим на поезд. А самый тот главный момент — это либо ты усредняешь с камину вечно, либо нормальный актив. И тогда ты в шоколаде. Как сказал какой-то там мегазажиточный трейдер с богоизбранной фамилией, суть рынков — это обмануть как можно больше людей. Тем, кто блогеры без остановки занимаются за бабки. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке поддержать на сайте движка Всен.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.